Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о шакалах, что мы знаем о них. Это тот самый трусливый зверь из Маугли, который вечно прячется за спиной тигра Шерхана и доедает объедки. Знаем, слышали. Многие путают его, кстати, с небольшим волком, некоторые с лисой или койотом, и большинство считает шакала несерьезным хищником, этаким приспособленцем-неудачником, который живет только там, где жарко и боится любого шороха. Но так ли это? Возможно и нет. И чтобы с этим разобраться, мы сегодня здесь и сейчас рассмотрим шакалов поподробнее. Поехали! Псовые или собачьи. Представители этого семейства – типичные хищники с ярко выраженными чертами своего отряда. Наиболее характерные и узнаваемые из них – это, конечно же, волк. Это мощный, атлетичный зверь, созданный для долгого преследования крупной добычи и жизни в строгой иерархичной стае. Волк – это сила, напор и суровый нрав открытых пространств. Но шакал не волк. Несмотря на внешнее сходство, разница между ними видна сразу. Шакал значительно меньше и легче своего грозного родственника. Там, где волку нужна мощь, шакал берет маневренностью. У него более острая мордочка, крупные всегда настороженные ушки и совсем иной окрас. Более теплый, рыжевато-золотистый. В отличие от волка, шакал не стремится вступать в открытое противостояние, предпочитая скрытность и хитрость лобовой атаки. Хотя далее мы разберем, что и шакалы бывают разные, так же как и волки, и порой можно их не отличить и перепутать. А начнем мы все-таки с обыкновенного шакала. Обыкновенный шакал поджарый, крепко сбитый, ростом чуть выше колена взрослого человека. Его вес всегда 10-12 килограммов. И в этом теле нет ни капли лишнего жира, только сухие мышцы и неутомимые связки. Шакал – мастер маскировки. Основной фон палево-рыжий, выцветший на солнце, цвета сухой горной травы или прибрежнего песка. По хребту и плечам пробегает темная рябь, жесткие черные волоски, которые издалека кажутся наброшенными сверху темным седлом. Мордочка у него тонкая, клиновидная, с очень подвижным черным носом, который ни на секунду не прекращает свою работу, фильтруя тысячи запахов округи. Уши большие, чуткие локаторы, способные уловить писк мыши-полевки под слоем опавшей листвы. Хвост у шакала короткий и пушистый. Он всегда висит прямо и никогда не закидывается на спину колечком, как у дворовых псов. И походка у шакала интересная. Шакал стелется над землей мелкой бесшумной рысцой. Его лапы сухие и высокие, позволяют ему часами пробираться сквозь колючие заросли ежевики или густые камыши, не сбавляя темпа. Ареал обыкновенного шакала – это огромный пояс, протянувшийся через всю Евразию и Африку, от пыльных окраин Сенегала в Африке до влажных джунглей Вьетнама. На сердце его владений – это Передняя Азия, Кавказ и Балканы. Шакал не любит бескрайних голых пустынь и не житель дремучей темной тайги. Его стихия – это непролазные пойменные леса вдоль рек, густые заросли облепихи и шиповника, камышовые плавни, где кабан и олень чувствуют себя в безопасности. Шакал обожает воду, но не для того, чтобы плавать, а потому что там, где вода, там жизнь. Птицы, гнезда, грызуны и упавшие в воду плоды. Его там, где зима более снисходительна, ведь главный ограничитель его владений – это глубокий снег. Стоит сугробом подняться выше 20 сантиметров, и шакал оказывается в ловушке. Короткие лапы вязнут, а добыча прячется слишком глубоко. Именно поэтому веками он не поднимался выше предгорий Кавказа. Однако сегодня климат меняется, зимы становятся мягче, и наш герой, почуяв слабину природы, двинулся на север. Его золотая тропа теперь тянется через всю Европу, достигая Эстонии и даже Подмосковья. Он осваивает заброшенные сады, лесополосы у дорог и окраины поселков, доказывая, что для истинного мастера адаптации границ не существует. Если вы хоть раз ночевали в горах Кавказа или в плавнях низовьях Волги, то знаете этот звук. Стоит солнцу скрыться за горизонтом, как тишину взрывает многополосый, жутковатый хор. Это не тоскливый вой волка. Шакалий концерт – это целая палитра. Тут и пронзительный визг, и захлебывающийся лай, и высокие, почти человеческие стоны. Начинает всегда один – глава семьи.
подавая сигнал «Я здесь, это моя земля». Через секунду ему откликается верная подруга, а за ними вступают подросшие щенки. Кажется, что в кустах беснуется целая сотня демонов, хотя на самом деле там может быть всего 3-4 зверя. Так шакалы перекликаются с соседями, делят охотничьи угодья и сообщают друг другу: путь свободен, выходим на промысел. А чем действительно питается шакал? В еде шакал очень неприхотливый. Его желудок настоящий перерабатывающий завод. Пока волк ждет оленя, а лиса караулит мышь, шакал ест все, что не успело убежать или просто подвернулось под нос. В сумерках он превращается в неутомимого собирателя. Он с одинаковым азартом ловит кузнечиков в траве, выкапывает из земли сочных личинок и ловит зазевавшихся лягушек у кромки воды. Если повезет найти гнездо, пир горой. Яйца и птенцы исчезают в мгновение ока. Но шакал еще и знатный садовод. Он обожает сладкое. В Средней Азии он совершает дерзкие набеги на бахчи, аккуратно выбирая самые спелые арбузы и дыни. Причем выбирая мастерски. В лесу он не брезгует опавшей алычой, виноградом и даже терном. Конечно, он не откажется и от падали, и с этой стороны для природы он незаменимый чистильщик. Шакал убирает то, что могло бы быть источником заразы, делая природу здоровее. Шакал – мастер выжидания. Он может часами наблюдать за лагерем туристов или окраинной деревни, запоминая, куда уходит собака и когда выключается свет. Он не пойдет в лобовую атаку, как волк. Он найдет лазеечку. Рассказывают, что шакалы могут притворяться мертвыми, чтобы привлечь любопытных птиц, или работать в паре. Один отвлекает собаку, а другой в это время утаскивает из-под носа утку или курицу. Это осторожность и расчетливость – его главный инструмент. Шакал никогда не рискует зря, и именно поэтому он живет и процветает там, где более сильные хищники давно исчезли. В Древнем Риме шакалов величали золотыми волками. В те времена люди ценили их за сообразительность. Они легко приручались и верно служили человеку. Кое-где в Африке их приручают и сегодня, используя их острый нюх и преданность. Однако у большинства людей отношение к шакалу сложилось иное. Само его название часто используют как оскорбление, вкладывая в него пренебрежение. Свою недобрую славу эти звери приобрели из-за вороватости, в которой природная осторожность, часто принимаемая за трусость, странным образом сочетается с невероятным нахальством. Особенно это заметно, когда звери селятся рядом с людьми. Они способны стащить добычу прямо из-под носа, оставаясь при этом неуловимыми. Кстати, в отличие от многих других зверей, шакал – образец верности. Пара у них создается однажды и на всю жизнь, пока смерть одного из супругов не разлучит их. Весной, когда в плавнях еще стоит полая вода, чета шакалов ищет укромное место для логова. Обычно это глубокая нора в корнях старого дерева или густая колючая ежевичная куртина, куда не пролезет ни человек, ни крупная собака. В конце марта или в апреле на свет появляются 5-8 слепых пушистых щенков. И вот тут проявляется удивительный социальный уклад шакалов. Часто при матери остаются старшие дети из прошлого помета. Они не заводят своих семей, а работают няньками, принося матери еду, пока та кормит малышей, охраняют логово и играют с мелкими, обучая их первым приемам охоты. Такая взаимовыручка помогает шакалам выживать даже в самые голодные годы. Несмотря на всю свою хитрость и маневренность, шакал далеко не верхушка пищевой цепочки. Его главный и самый непримиримый враг – это волк. Эти два вида прямые конкуренты, и волки не терпят присутствия младшего брата на своей территории. Там, где волка много, шакал ведет себя тише воды и старается не попадаться на глаза, иначе рискует быть уничтоженным. Именно поэтому массовое расселение шакала на север началось только тогда, когда численность волка в этих регионах сильно сократилась. Помимо волков, шакалу приходится опасаться и крупных кошек, леопардов и тигров. Даже крупные орлы могут представлять угрозу для молодых шакалят. Но шакал не был бы шакалом, если бы не умел выживать вопреки всему. Его стратегия не вступать в честный бой, а быть быстрее, хитрее, незаметнее. Пока другие хищники борются за власть в лесу, этот золотистый скиталец просто обживает мир, доказывая, что интеллект и адаптивность – самое мощное оружие в дикой природе. И это все сказанное об обыкновенном шакале.
Он стал лицом всего рода, его эталоном. Но если мы расширим границы и заглянем за пределы его ареала, то обнаружим, что в этом семействе есть и другие виды. В жаркой Африке у него есть родственники, которые заметно отличаются и внешностью, и характером. Чепрачный шакал, пожалуй, самый нарядный и дерзкий представитель клана шакалов. Его легко узнать по широкому черному седлу чепраку на спине, усыпанному белыми точками, которая резко контрастирует с рыжими боками. Он меньше обыкновенного, но куда более задирист. В саванне этот зверь настоящий пират. Он не ждет объедков, а активно охотится и часто вступает в перепалки с гораздо более крупными хищниками. Полосатый шакал, самый скрытный и спокойный из всех. Его выдают светлые полосы на боках и белый кончик хвоста. Этот зверь не любит открытых драк и шумных компаний. Он предпочитает густые кустарники и лесистые участки, а в еде проявляет удивительную для хищника склонность к вегетарианству, поедая дикие плоды и насекомых в огромных количествах. Эфиопский шакал – красавец с ярко-рыжим мехом и тонкими длинными ногами. Он выглядит как изящная лиса-переросток и живет только высоко в горах Эфиопии. Это узкий специалист, он охотится исключительно на грызунов, превратившись в совершенный инструмент для ловли горных крыс. Африканский волчий шакал. Долгое время его вообще не считали отдельным видом. В учебниках он значился как африканский подвид нашего обыкновенного шакала. Ученые смотрели на него и видели знакомую картину. Тот же золотистый мех, те же повадки, тот же размер. Однако в 2015 году произошел настоящий научный переворот. Генетики провели глубокий анализ ДНК этих животных и выяснили поразительную вещь. Этот зверь вовсе не шакал. Оказалось, что генетически он гораздо ближе к серому волку, чем обыкновенному шакалу. Это отдельная древняя линия волков, которая пришла в Африку миллионы лет назад. Но почему же он так похож на шакала? Ответ кроется в конвергентной эволюции. Живя в суровых условиях африканских степей и полупустынь, этот волк усох, стал меньше и приобрел золотистый окрас, чтобы эффективнее охотиться на мелкую дичь. Вообще долгое время все было просто. Видишь зверя среднего размера, который воет по ночам и ест все подряд? Это, скорее всего, шакал. Ученые объединяли их всех в один род – Canis, вместе с волками и собаками. Но когда в распоряжении исследователей появились технологии глубокого анализа ДНК, выяснилось, что внешность в мире природы – вещь крайне обманчивая. Например, эфиопский шакал. Генетика подтвердила – это волки. Наш главный герой, обыкновенный шакал, сохранил свое место в роду Canis. Генетически он оказался очень близок к серому волку. Их пути разошлись сравнительно недавно, около 1-2 миллионов лет назад. Это настолько близкое родство, что они могут скрещиваться и давать потомство. А вот с чепрачным и полосатым случилась еще одна сенсация. Выяснилось, что они не имеют к волкам почти никакого отношения. Исследования 2017 года показали, что их предки отделились от общего древа псовых колоссальные 7 миллионов лет назад. Это была настолько глубокая пропасть, что ученые выделили их в отдельный род – африканские шакалы. Они древнее, чем волки, они древнее, чем обыкновенный шакал. Из-за этой генетической дистанции они физически не могут иметь потомство от собак или волков. Представьте, обыкновенный шакал по крови ближе к домашней собаке, чем к своему соседу по африканской саванне, чепрачному шакалу. Те просто сохранили похожий облик, потому что такая модель тела оказалась идеальной для выживания в течение миллионов лет. И раз мы уже упомянули, что обыкновенный шакал по крови близок к собаке и волку, нельзя обойти стороной уникальный эксперимент. Генетическая близость обыкновенного шакала к собаке позволила создать уникальный живой инструмент – собаку Сулимова или шалайку. Этот эксперимент начался в 1970-х годах в СССР по инициативе биолога Клима Сулимова. Цель была амбициозной – объединить в одном существе лучшие качества двух разных миров. От оленегонной лайки гибрид взял неприхотливость к морозам и преданность человеку. Шакал же подарил потомству свое феноменальное дикое чутье
и выносливость в жару. Обычные собаки при температуре выше 30 быстро утомляются и теряют остроту нюха, но шалайка сохраняет работоспособность даже в зной. Сегодня эти небольшие, похожие на лисичек собаки, официально признаны породой и несут службу в службе безопасности, например, Аэрофлота. Благодаря шакальим генам они способны распознавать запахи взрывчатых веществ в концентрациях, недоступных классическим служебным породам. Шалайки – идеальные детекторы, причем они небольшие и могут пролезть, например, под сиденье самолета и настолько сообразительны, что работают самостоятельно, без постоянных подсказок кинолога. И оказывается, шакал не так прост, как кажется на первый взгляд. Он как учебник по адаптации. Пока крупные хищники вроде волков или тигров теряют территории, становясь заложниками своей узкой специализации, шакал процветает. Он не ломится сквозь стены, а ищет лазеечки. В мире, который постоянно меняется, выигрывает не самый сильный, а тот, кто быстрее всех готов переучиться. Успех этого зверя держится на гибкости и взаимовыручке. Прочные пары и помощь нянек внутри семьи позволяет виду выживать в самые голодные годы. Ведь в сложные времена побеждают не одиночки, а сообщества. Шакал доказывает, чтобы преуспеть, не обязательно быть самым большим. Можно годами жить рядом с переменами и использовать их в своих интересах, оставаясь при этом независимым. Сегодня он активно идет на север, становясь символом новой реальности, где климат диктует иные правила. Раньше все было понятно. Здесь льды, там степи, а чуть дальше пустыни. Но сегодня мир пришел в движение. Там, где другие виды гибнут, привыкнув к старому порядку, шакал взламывает систему. Он не ждет возвращения прошлого, а обживает новые леса и пригороды, извлекая выгоду из каждой перемены. Это символ того, что в эпоху перемен побеждает тот, кто вовремя понял: мир изменился, пора действовать по-новому. Мы можем недолюбливать шакала, по привычке ассоциируя его с Табаки из мультфильма «Маугли», но нельзя не признать, перед нами один из самых успешных интеллектуалов и приспособленцев дикой природы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.